Что ж, всем здоров, давно не виделись. Да, я еще жив. Ну а то, где я был, что и как, расскажу в следующем видео. Как раз сделаю штурму, может даже розыгрыш сделаю и какой-то опенкейсик. А сейчас давайте пройдемся по новой квестовой цепочке. На все прохождение у меня ушло чуть более 2 часов. Начать квест нужно у Сглаза в баре, но перед этим вы должны пройти сюжетку Юга и вступить в любую из группировок. Говорим со Сглазом, и он рассказывает, что с изнанки вылезла в зону некая сущность по имени Морок и сотворила с бедолагами страшное. И чтобы вернуть их в прежнее состояние, нужно избавиться от этой сущности. Да и в любом случае нужно ликвидировать заразу зоны. Далее разговариваем с Салом. Бля, серьезно? Почему именно сало? Я пиздец как ненавижу сало, мне от него вообще тошнит сильно. Даже просто от запаха. Короче, поговорили с салоедом, и он дает нам некое устройство, с которым мы должны побегать по точкам. Сначала на стартовой локации, потом приток, шахты и далее кузня. Сложностей никаких быть не должно, все по меточкам. После небольшой пробежки возвращаемся к Сглазу, но он будет уже на базе группировки на шахтах или притоке. Он нам рассказывает, что сейчас Морок расхаживает в копии тела одного из своих жертв и собирает различную информацию. Наша текущая задача будет убить 15 противников на аванпостах. Поначалу я думал, что это пиздец как затянется, ведь аванпосты еще нужно ждать, да и к тому же они должны быть вражеской фракции, так что путь предстоял долгим. Но позже оказалось, что засчитываются еще и игроки, а также любые NPC, если ты убиваешь их с аванпоста. В общем, я это понял только на 4-м аванпосте, а до тех пор приходилось ждать хоть кого-то, а то кроме 10 долгарей ни одного заветовца не было. В общем, гайд, как быстро сделать этот квест. Идешь, значит, на любой аванпост, даже не активный. Встаешь в область, где обычно начисляется опыт, и с этого места убиваешь врагов, как в этом моменте на видео. И все, изи квест. Дальше наша задача проверить некую находку на стартовой локации. При прибытии на метку мы видим фантома, который показывает направление своей рукой. Вот за такими фантомами мы и держим путь, пока не находим жертву Морока. После чего с докладом бежим к Сглазу, естественно путем быстрого перемещения. Он нам рассказывает, что недавно в бар вернулась группа сталкеров из изнанки, и один из них скорее всего является Мороком. И наша задача вычислить, кто именно. Короче, можете просто скипать все диалоги, а виновником окажется Папирус. Я правда выбрал другого, но сути это не меняет. Через пару диалогов мы окажемся в небольшом помещении, в котором 4 Сглаза. И только один из них настоящий, а остальных можно убить. Короче, настоящего видите на экране. Я ошибся с выбором, так как скипал все диалоги. Но это не слишком меняет сути. Разве что награда будет чуть ниже и диалоги другие, но Морок все равно бы сбежал. А дальнейший сюжет будет одинаковым. Вот такая награда будет за самый правильный исход. Далее узнаем, что Морок нас не убил, потому что не может, и его сил недостаточно. Поэтому Салоед усовершенствовал свою штуку, и нам нужно зачистить 6 любых спотов на кузне. Когда это сделано, разговариваем с Альтисоном, и он говорит нам, что нужно забрать некий якорь Морока. Находится он на противоположной стороне объезда или отражения. Когда добрались, ликвидируем себя, чтобы быстрее попасть в бар. Но... Так, стоп, а что это такое? Почему квест начался заново? Серьезно, оно удаляется после смерти. Так, ладно, я понял. В общем, оказывается, этот предмет удаляется после смерти, так что нам нужно его вынести. Делается это элементарно по стратегии, которая называется пробежка рядом с переходом на другую локацию. Просто бежим вдоль, и если видите врага, переходите на другую локу, и все. Изи, так сказать. Далее нам нужно взломать ящик. Тут тоже ничего сложного, просто крутим в ту сторону, в которую хорошо идет. Если дальше не идет, то в другую сторону. Далее в ходе выясняем, где логово Морока, и пора бы начать босс-файт. Но перед этим нужно у Ковровского получить защиту. Бартерится она за небольшое количество северных ресурсов. После этого бежим на юг, на Путь Дураков или Полесское, и прыгаем в пузырь. Оказываемся на искаженном радаре, и просто зачищаем вражин. А после чего дефаем Сглаза 2 минуты. Также можно уничтожать скопление кристаллов, чтобы врагов меньше спавнилось. А далее нас перекидывает в бункер, который невозможно дальше пройти. Типичные баги, и пришлось ждать, пока это пофиксят. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Окей, ошибку исправили, теперь можно и продолжать. Что сказать о самом боссе, он довольно мразотный. Мне удалось его убить в танке и с FN на 15+, где-то с 10-й попытки. Проблема в том, что тут негде спрятаться, и тебя обстреливают со всех сторон. Точнее, тут есть одно место, за которое можно спрятаться. Вот оно, за этим ящиком. Но это такой себе вариант, так как тебя будут постоянно закидывать гранатами, и особенно это очень бесит, когда он спавнит жарки.
Поэтому я просто бегал кругами. Что еще очень сильно подбешивало, это его последняя форма химеры типа Полурак, полухуй. Еще я умудрился поймать баг, при котором установки, что спавнят жаркие, не пропадали. Ну вот он побежден, и можно пощадить его или добить. Награда от этого не должна измениться, насколько я знаю. Но я выбрал пощадить. За финальную награду дают 240 тысяч, аптечки проводника, стимулятор, уха, алкобык. В общем, что можно сказать по итогу? Типа это не самая худшая награда, что могла бы быть, но было бы получше, если бы они дали какой-то уникальный предмет за это. То есть буквально хоть что-то уникальное, то есть какое-то оружие там или хотя бы брелок. А то деньги, ну типа такое себе. А на этом у меня все, всем пока.